Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Сегодня мы опять отправляемся за приключениями. Хотим попробовать поймать метеор. Да, смотрите, видите это странное место за моей спиной, похожее на ракету? Это телескоп. Это место называется Плата Осы. На нем открывается невероятный вид ночью на звездное небо. А сейчас, в середине августа, когда Земля пролетает мимо просто огромного скопления небесных тел, они все устремляются на Землю, падают, и есть возможность запечатлеть просто невероятную красоту ночного неба с падающими метеорами. Но по дороге мы хотим попробовать заехать на водопад, вернуться, расположить лагерь и приготовиться к ловле ночных небесных тел. Просто обалдеть! Смотри, внизу какое огромное стадо. Вот мы будем сейчас спускаться вот туда вниз, вот по земляной дороге, по этой скользкой, вот туда к лесу. Посмотрите, вокруг просто ничего нет. О, спит пастух просто. Пес дурной. Пес пустой. Под колеса пошел. Пастух живой? Да, спит вроде. Пес пошел защищать пастуха. Так, мне кажется, немножко лучше. Такое ощущение, что на льду находимся. Да, она так и катится, как по льду. Сейчас я пытаюсь движком тормозить. Видишь, я поставил первую принудительную передачу. Вот, и вот эту систему блокировки. Она не дает колесам заблокироваться, поэтому колеса постоянно катятся, я могу рулить. Там кого-то занесло хорошо вон. Ага. Чтобы ехать по кругу. Не вправо, смотри, там какой этот. Если ты вправо сейчас дашь, то мы боком покатимся, мне кажется. Просто перевернемся здесь нет нафиг. Нормального спуска, что ли? Ну там более пологий, правее, но мне кажется, мы это... Если ты сейчас в левую сторону так уйдешь, мы так покатимся Надо было боком. заранее, да, брать? Ну блин, нас бы развернуло. Я даже не знаю. Мне кажется, они здесь... Сейчас ровно покажу. Камерон. Не видно дороги. Ой! Ух! Охренеть, покатились на бок. Я уже думал, сейчас перевернемся туда. Нельзя тормоза зажимать, короче. Если тормоза зажимаю, колеса блокируются и катятся. А вот с этой системой, да, вот она для чего нужна. Она постоянно тык-тык-тык-тык-тык эти тормоза бьет, и колеса не блокируются. Есть инерция, движение, Да, направление. и она и тормозится, и руль работает вроде. Вот сейчас я тормоз не трогаю вообще. То есть у меня нога с тормоза убрана. Вообще ноги с педали убрал. Главное здесь заскочить потом наверх. Капец. Это грязи, иначе мы там останемся жить, пока все не высохнет. У нас всего 2 банки тушенки. Еще 3 пиццы и много чего вкусного.
Ну что, мы придумали опять очередную, короче, ерунду. Вы смотрите, вот как сейчас выглядит вот эта вот речка грязная. Наша машина, мы должны через эту грязь перескочить туда. Потому что вон там, где идет дорога, там вообще невыносимая просто грязюка. Здесь у нас есть шанс перемахнуть. Я не знаю, как это делать правильно, попробую с разгончика. Туда, сюда. Погнали. Сели. Че говоришь, назад не надо? Так не сдавай, нет. Нужно на переднее колесо подложить что-нибудь сейчас. Или под заднее. Сейчас, подожди. Все, сели? Ни вперед, ни назад. Мне нужно как-то их закинуть, скорее всего, под заднее. Передние у тебя прокручиваются, задние вообще висят. О, да, тут грязюка, конечно. Я тебе говорю, что это... Я как пришел, просто... Давайте перекинули. Так, что так плавает, это нормально? Да, это не страшно. Я тебе перекину камни. Сможешь закинуть? У тебя вся одежда там находится, да? Грязевая. Да. Все, машина села крепко. В общем, попробовали мы в раскачку, попробовали поподкладывать все, что нашли под колеса. Нет вариантов. Не хватает мне навыков выехать. В общем, вон там вот, у дальней юрты, когда мы спускались с горы, было видно, что стоял красный джип какой-то. Сейчас мы попробуем туда сходить и попросить помощи. Не знаю, что из этого выйдет, но, по крайней мере, это самый простой вариант, если нас дернут. Если нам откажут или не смогут, то я предлагаю просто идти на водопад. Вот, если кто-то поедет, он по-любому поедет через нас, мы их встретим, они нам помогут потом. Вот, а по факту у нас есть палатка, печка, еда. И машина, идущая к дну. Ты вообще сказал, что ты шаришь в этой теме. Ну да. Вот, сейчас поэтому поставим, если что, палатку на ночь, переночуем спокойно. С печкой, со всеми делами. А ночью замерзнет, да? Может замерзнуть ночью, но это, конечно, маловероятно. Хотя 4 градуса на улице, ночью вполне вероятно, что будет минус. И еще есть вероятность просто то, что до завтрашнего дня кто-то поедет из джиперов. До субботы мы дотянем. Не ожидали мы такую глубину. Совсем не ожидали. Мой этот не улетел, зарядник. Нет. Фух. Ага, трос такой еще. Ну да, надо, чтобы выдержал. В принципе, это хороший канат. Да? Да, главное, чтобы узлы выдержали. Канат разрыв. Ой-ой-ой. Жесть. Порвался, Дима. О! Сел.
Нужно домкрат, скорее всего, поставить. Не-не-не, стоп, 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 стоп. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Все, сейчас поедем. Сейчас поедем. Все палки уже собрали. Я по воде походил, у меня уже кроссовки в воде тоже. Доставал это все. Дима весь в грязи. В общем, неудачное было решение попробовать объехать ту реку, как нам сказал пастух местный, что именно вот в той луже на дне камни. И несмотря на то, что она глубокая, по ней реально проехать. Хотя сейчас проезжал другой джип, тоже пытался нас дернуть, пастухи. Они тоже объезжали вон там, то есть не поехали через ту лужу. В общем, все-таки изначально эта мысль, которая проскочила в голове, оставить здесь машину и пойти пешком на водопад 3 километра, была правильная, но тогда бы без приключений. Засели мы конкретно, в общем, у нас все днище, вот эта вся часть, она сидит прямо в грязи. Единственный шанс выбраться отсюда — это поднять машину и дернуть ее каким-то другим джипом. Чтобы ее поднять, мы должны подкопать. Хозяина нет, но мы у них спрашивали уже, можно лопату взять или нет. Они говорили, что да, когда мы на конях их встречали там. Юрта завязана на веревочку. Я не знаю, насколько можно мне лопату эту взять. Не будет это казаться наглостью с моей стороны. С другой стороны, как бы мы в беде, они в курсе и нам помогают. И к тому же мы эту лопату обратно занесем. Так что думаю, ладно, что возьму. Вот им сейчас покажу, что взял лопату я. Вдалеке. Они меня видят, нет? Так вот я прям подниму, покажу. Вон они скачут на конях. Вот, я им показал, что лопату взял. Вот, ну и пойду потихонечку обратно к машине. А вон Серега меня ждет на той стороне. Он пройти не может через реку. Я в своих болотоходах иду. Вот. Ладно, я думаю, что они не будут возражать. В общем, лопату я взял. И иду назад. Посмотрим, чем это дело кончится. Слушай, здесь и спать можно. После такой работы и везде спать нормально будет. Кстати, первый раз не веревка порвалась, а карабин. Смотрите, нашел его. Просто выпрямился. Дима, посмотри в камеру. Дима приглашает всех на следующую поездку, кто любит копать. Мы, конечно, оптимистично настроены выбраться до заката наверх, обратно и разбить там лагерь. Вон сверху еще одна машина спускается. Будем надеяться, что какой-нибудь джипер-скриперс, который нам поможет. Виноват я сам, потому что, во-первых, нужно было все-таки одеть эти сапоги, не полениться, и попробовать брод проверить. Во-вторых, нужно было с собой брать лопату. В-третьих,
нужно было взять нормальный домкрат. У меня 2 домкрата, но они ужасные. Ну ладно, это опыт. Это опыт, и с каждым разом я думаю, то, что не потерять бы здоровье, а все остальное, это опыт реально, который нам в будущем поможет. Надо ставить экспедиционный багажник и на него вешать лопату, колесо, нормальную какую-то канистру с дизелем с собой, ну и все вещи. Вот, а так тут месиво, конечно, вообще лютейшее. Чё? Называется охота за метеорами. Да. Ладно, все впереди. Ничего страшного, даже если вдруг у нас не получится выбраться за сегодня, мы поставим палатку вон там, на горе. И все равно будем наблюдать за небосводом. Лишь бы небо позволило нам это сделать, лишь бы тучи не затянули всю панораму. Да даже если и затянет, все равно с друганом у печки, вкусный ужин в красивом месте. В любом случае это круто. Это лучше, чем дома сидеть. Домкрат стоит и коврик. Все, что возможно на текущий момент сделать. Сейчас коврик должен, по идее, под низ пройти. Че, Дим? Жесть. Порвали. Не, кося порвана несколько раз уже. Трос, домкрат упал. Жесть просто. Скользит. Вперед, не назад. О! Небольшой сдвиг был. Давай вперед! Ну-ка. Еще можно продолжить. Пошли попробовать в лесок, поискать какие-нибудь палки, ветки. Попробовать подложить под колеса. Значит, машина сидит на брюхе, а подкопать мы ее тоже не можем. Мы ее подняли домкратом, и все. А там очень плотный слой дерна, и лопатой его срезать невозможно. Я его наточил лопату уже, а все равно. Ой, какой лес шикарный. Смотрите. Класс. Здесь бы заночевать прям, да? Пойду за этими ветками. Нам что-то потолще надо. Посмотреть. Вот какая-то травинка дергается, странная. Ого, следы тут чьи-то. Надеюсь, здесь не Миша. Может быть и Миша. Быть. Так, ну вот я вижу. Сухие. Вон сухие. Отлично возле этого выворотня тоже ночевать. Ох, слушайте, просто великолепный лес. Вау.
Дима решил посмотреть, сдвинется или нет. Так ты же... Ладно. Можно под переднее колесо подкопать или что-нибудь положить. Сейчас домкрат уйдет. Там домкрат стоит. Стой, 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 стой! Сейчас выберемся. За Ниву переживаю. Они хотят нам помочь всеми силами, но не знают, как проехать к нам, и чтобы тоже не застрять. Дорога просто отвратительная. Отсутствие дороги. Говорят, вчера здесь снег лежал. А там красивый закат, смотрите. Даже закат сегодня. Так, камера пока не передает, надо дрон тут запускать, по идее. Давай, 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 давай. Не. Проскальзывает все равно. Как же вам благодарны! Нива сделала это и плюс смекалкой. Супер! Да, я в шоке. Обалдеть! Я даже не снимал, у меня уже даже надежды не было. Надо улосеть! Да, большое спасибо вам, огромное просто. Спасибо большое. Бля, Саня, молодец, мой. Спасибо большое. Нива, вот они, пошли следы. Нива вытащила нашу тяжелючую тачку. Че, продаем крузак, покупаем Ниву? Хорошая идея. Легкая и везде проходит. Вон небо открывается, смотри. Вернули лопату ребятам. Фу. Заехали, ее помыли в речке, лопату помыли, плащ-палатку помыли, коврики все. И сейчас будем прорываться наверх. Фух. Наверху поставим лопату. И смотрите-ка, небо начинает синеть. Неужели удача повернется к нам настолько, что мы не только не окажемся в грязной луже, но еще и посмотрим хотя бы несколько звездочек, хотя бы кусочек Млечного Пути. Ладно, что будет дальше, посмотрим. Может, мы вообще сейчас перевернемся. Загадывать не будем, дорога ждет нас. Вперед. Поставили камеры, видите, направили на звездное небо. Вот мой телефон не передает звездное небо, но звездное небо воспринимает моя камера, а я могу телефоном снять камеру. Вот, я ставлю, конечно, этот кусочек, если он получится. Вот тут Серега. Вот, я не включаю свет, сейчас только мой голос, потому что вот я телефон поднял вверх, ничего не видно, наверное, да? Слабенько iPhone снимает. Вот, фото-то я мог бы сделать, конечно, но видео вот такое в темноте получается. О, вы обратите внимание, сколько метеоров падает. Прямо над нами сейчас Млечный Путь. Это и была цель нашего сегодняшнего мероприятия. Пускай с большими приключениями, но мы добились своей цели.
Обалдеть, мне кажется, я вообще сегодня ночью не усну. Нам нужно было делать палатку с прозрачным верхом, чтобы мы могли все это дело постоянно лицезреть. Звезды на самом деле не падают, что звезды это большие солнца. Ну, такие же, как у нас солнце. Солнце это звезда. А падают это метеоры. Если он долетает до Земли, то это метеорит, по-моему, если не ошибаюсь. Если сгорает в атмосфере, то метеор. Бывают еще болиды, астероиды. То болит. Если что? Если с зеленым хвостом, то болит. Вот Серега говорит, если зеленым хвостом, то болит. Что-то для себя новое открываю. Но суть в том, что если бы тема с загадыванием желаний работала, то мы бы сегодня стали с тобой самыми счастливыми на свете. Хотя, может быть, какая-то упавшая звезда нас сюда и привела. И помогла нас вытащить из такой ямы. Фу. Холодрыга там. Последний раз на машине смотрел, температуру 2 градуса было, но сейчас уже инеем покрываться стало все. Ночью может лечь снег, если тучки принесет. Сушу коврик здесь, который подкладывал под себя, пока вытаскивали машину. Я же его в реке потом помыл. Фу, мокрый. Если удастся у печки просушить до сна, супер, нет, так и ладно. Так, здесь все в порядке у нас. Сегодня на ужин, что вы думаете, мы можем приготовить после всего пережитого? Готовить будем креветки. Еще не готовы? Да, долго думали, что такого приготовить, что давно не ели. И решили креветки. А просто пожарим их, да и все. А что? Хороший питательный белок. Быстро приготовление. Фу, так у печки классно. Как хорошо, что у нас есть такая мини-юрта. Там вообще дубак. Но зато вид какой. Выходишь, сразу перед тобой огромный Млечный Путь. Просто через все небо. Да. Сегодняшние мучения стоили того, чтобы здесь оказаться. И это не совсем то место, куда приезжают большинство местных туристов. Большинство местных туристов остается километров, наверное, в 7 до этого, не доезжая до сюда, где стоит сама обсерватория и телескоп. Но я не любитель таких мест. Там мусор, там движение, там люди, там, ну, вот это вот все. Для меня это убивает всю романтику. Вот такой вот туризм кроватный. Вот, но каждому свое, я не критикую, это просто как кто как любит. Вот, я люблю, когда вот по дичи, когда что-нибудь происходит, какие-нибудь приключения, преодоление трудностей. Вот, и, конечно же, уединение с природой. И допускаю я обычно с собой только кого-то, с кем мне комфортно. Не знаю, почему кунжут, наверное, первый раз вот я взял, но прикольно. Мне в прошлый раз понравилось, как стейки на нем пожарились. Оно ничем не пахнет. Мне кажется, он такой же рафинированный. Ну, нормально было. Не чувствуется, что масло, по крайней мере. Так, я сразу скажу, я шарю в этой теме. Какие красавцы. Прямо из Таиланда, наверное. Но я впервые буду в горах, в походе, кушать креветки. Я тоже. Это необычно. Так, я квас взял. Ржаной, натуральный, хлебный. С креветками.
Хватает, хватает. А, какой запах кваса, а? Ну как в бане с тобой. Жарко. Да. Креветки. Квас. Холодненький. Давай за удачную сегодняшнюю прогулку. Это уж точно. Класс обалденный. Креветочки сочные. Вкусно как. Доброе утро. Ой, ночь прошла великолепно. По очереди потихонечку просыпались. С Серегой подкидывали дрова в печку. Было тепло. Никакой дождик, метели нас не застало. Кстати, буквально вот несколько дней назад, сейчас что у нас, среда, да? Утро среды. А с субботы на воскресенье огромное количество людей приезжали вот туда, где стоит эта обсерватория с телескопом. Там больше 200 человек туром приезжали для того, чтобы вот поснимать звездное небо. И у них все пошло не по плану. Насколько я знаю, был страшенный ветер, дождь, там метель, все, что только можно было. У них было, палатки сносило, вещи разносило. Все там промокло, все замерзли. Небо было затянуто в тумане, в облаке. В общем, ни у кого ничего не получилось, кроме, конечно, острых ощущений. Вот. А вот спустя 2 дня к нам повернулась удача, и мы застали великолепие звездного неба. Даже сейчас небо все синее, нету ни ветерка. Потихонечку будем сейчас собираться в обратный путь. Там не такая простая дорога еще. Кое-где есть опасные моменты. Я надеюсь, что ничего не произойдет, но я думаю, что эти моменты я вам покажу. Хочу все вещи разобрать, а то вчера мы это все покидали, так как на радостях нас вытащили. Такой бардак в машине, вообще все непонятно как валяется. Вот из-за этого я не стал складывать, я просто положил. Надо сейчас все вытащить. Кстати, здесь у нас креветки и сыр еще. Надо съесть. Можно поесть, конечно. Сейчас. На завтрак вам креветки. Так. И пока печка горит, давай вскипятим чай на ней. Чайник вон стоит за палаткой. А, у тебя бутылка открытая, да? Ой, завтрак, короче. Заливали вчера сковородку, чтобы после жарки креветок легко ее отмыть. Замерзла. Лёдик. Курятина вкусная, да? Вам этот двое проехали. Поздно вечером они где-то ехали 6-7 вечера. Иногда собирать 7-8. Ну они, я насколько понял, через водопад проехали вниз туда. Все, у меня больше ничего нет.